Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я буду пробовать реализовать ткачей судьбы, потому что когда-то давным-давно мне на стриме писали типа: Сань, а реализуй-ка ткачей судьбы по вот такой-то, такой-то сборке. И вот сегодня я хочу попробовать достичь успеха, хотя бы зайти в топ-2 на ткачах судьбы, потому что ткачи судьбы, они мне как-то, ну, не очень нравятся, они какие-то слабые. Может, конечно, я неправильно их там собираю, либо реализую, но, как по мне, они реально какие-то слабоватые герои. Ну как, неправильно. Герои не слабые, особенно в текущем патче, когда миллио нереально жесткая. В общем, план таков. Я хочу сделать 4 ткача судьбы. Первое, я буду собирать Twisted Fate в 3 звезды. Второе, миллио буду собирать в 3 звезды. Третье, буду по возможности собирать корки, минимум нужен мне в 2 звезды, ну и, соответственно, с хорошими предметами. Я надеюсь, конечно, что так у меня получится, конечно, сделать, ну а если не получится, то ну что делать. Короче, присаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться на канал, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Но кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Так, по поводу ткачей судьбы. Ну, все уже, наверное, видели мой ролик, там, где я реализовывал Лулу плюс Миллио после апа. Ну, кто не видел, соответственно, рекомендую посмотреть. Это еще тот тотальный развал. На них можно реально спокойно апать рейтинг, ни о чем даже не парясь. Самая простая сборка, на которой реально очень легко все делать. Тут же я буду тоже собирать Миллио, Twisted Fate, корки. Я хочу докинуть Рамуса. Ну, а там посмотрим по обстоятельствам, что я еще буду докидывать. Скорее всего, я докину Разрушитель Времени 4 штуки, если, конечно, будет игра позволять. Но если не будет позволять, то, соответственно, буду отталкиваться от того, что будет приходить. Вот. По предметам, в идеале, конечно, сделать Twisted Fate плюс Миллио с одинаковыми предметами. То есть 2 зубоношора и драгоценная перчатка. О-хо-хо! Какой шикарный выбор. И предметы Пандоры, и звериный отряд. Ну, я обожаю предметы Пандоры, поэтому я беру предметы Пандоры. Но лучше... Ну, вот для моей идеи это самое лучшее, что я как бы мог выбрать. Потому что предметов нужно дохренища. Предметы нужны именно подходящие, а не какие-то рандомные. Поэтому это лучший выбор, я считаю. Ну, надеюсь, что это так. Надеюсь. Кстати, ребята, я забыл кое-что сказать. Огромнейшее спасибо за ваши фидбэки под роликом, где я комментировал поверхностно двойной режим. Спасибо за фидбэк. Теперь я понимаю, что можно спокойно брать и комментировать поверхностно двойной режим, если там какая-то интересная игра, и подробно как бы рассказывать и объяснять все свои действия, и в целом, что надо как делать. Ну, короче, все. Огромное спасибо за фидбэк еще раз вам. Также хочу вас предупредить, что с 19 числа я буду работать без выходных, поэтому, возможно, будет задерживаться контент, возможно, вообще не будет выходить контент. По стримам тоже будет на 10 дней заглушка, грубо говоря. Поэтому без стримов будем, к сожалению. Да, мне бы хотелось, конечно, стримить, но там либо будет выбор, либо я буду снимать контент, либо, соответственно, буду стримить. Вот так. Также, ребята, у меня есть к вам вопрос. Хочу, чтобы вы ответили в комментарии, дайте вот максимальный фидбэк. Стоит ли начать записывать ролики по тестовому серверу? То есть уже как бы снимать те сборки, которые работают на тестовом сервере. Если да, я начну записывать контент уже по новым сборкам. Если нет, то буду еще записывать по старому патчу. В общем, жду от вас фидбэк, как мне поступить дальше. Вот. В чем суть вообще ткачей судьбы? Во-первых, под Миллио ткачей судьбы идеально работает. Но когда мы соберем полную синергию ткачей судьбы, мы получим несколько бонусов. А именно такой, когда мы соберем 4 ткача судьбы, мы получим, соответственно, увеличенный шанс крита и увеличенную силу крита. А если у нас будет переизбыток шанса крита, то, соответственно, весь шанс крита пойдет в крит урон. И там можно так жестко разогнать этот крит урон, ну, короче. А если еще и аугментации выпадут там на шанс крита с силой крита, ой, это если что говорю про драгоценный лотос, это будет прям вообще кайф. Урона будет тьма. Ну и, соответственно, керри. Хочу еще, конечно, корки реализовать, но это будет все очень тяжело. По идее, пока что, ну, я вот буду сделать так. 4 ткача судьбы, 4, соответственно, несокрушимых, чтобы у меня была хорошая линия танковая. В идеале, конечно, Орна собрать в 3 звезды, но, знаете... На Орна такая... как это правильно-то сказать? Орна абсолютно все хотят. Абсолютно. И собрать его в 3 звезды это что-то невозможным. Если я начну пытаться собирать его в 3 звезды,
как обычно, будет собирать его несколько человек в 3 звезды, и мне просто разорвут 5-ю точку на все, что только можно. Мне даже не подпустят Курну нормально. Не, может мне, конечно, жестко фартанет, я его соберу в 3 звезды довольно-таки быстро, у меня будет 2 обалденных танка. Это Рамус плюс Орн. Ну а так посмотрим дальше, как оно будет. У меня, к сожалению, псионики так себе. Я просто подумал, что можно будет еще и псиоников там докинуть каким-то чудом. Но хрень полнейшая, поэтому не будем экспериментировать на этот счет. Что-то еще такое у меня, знаете, на языке вертится по поводу информации. На самом деле, особо-то и не вертится. Почему? Потому что ткачи судьбы, они очень простые. По предметам, по сборке, по героям. То есть есть корки из керри, есть Twisted Fate и есть Милио. Ну, Милио это, естественно. Сейчас, я думаю, Милио это просто база. База, которую ты хочешь брать чуть ли не постоянно. Хочется, конечно, взять не пояс, но я возьму божественное вмешательство. Я в целом хочу выбирать сторону бога Эко, потому что я получу потом в дальнейшем усиление от Эко, и я смогу это Эко применить. То есть я смогу и в Кире закинуть, если получится в магического, желательно, чтобы получать поджог. Могу, соответственно, закинуть в танка, чтобы получить кучу хп. В общем, я смогу поиграться с этим усилением прям по кайфу. Ну, посмотрим, куда его запихну. Но, скорее всего, я буду запихивать его в танка, чтобы танк у меня был довольно-таки огромный. Милио идет еще. Офигеть. Мне приход нравится, кстати. Можешь поставить разрушители времени будет. Вообще, на самом деле, на разрушителях времени так прикольно играть. Особенно, если они хорошо идут. Вот прям кайфуешь, когда играешь на разрушителях времени. Потому что ты лутаешь опыт, лутаешь халявные роллы. Но самое главное, чтобы керри поприходили. И вот в данном случае, ну... Знаете, я когда сажусь записывать контент, я на мете не играю. Я играю на чем-то необычном, со всякими переходами. Но вы все сами прекрасно видели на стриме, как я играю. Я стараюсь играть не на метовых сборках, потому что если я буду играть на метовых сборках, это будет слишком легко, просто и не особо интересно. То есть это будет повторение, мать учения. Вы будете видеть одно и то же все. Поэтому... Я не хочу так. Я не хочу, поэтому лучше я пострадаю немножко, лучше на чем-то там на необычном поиграю, всякие там прикольчики буду делать, но зато создам интересный контент с необычным там переходом, выходом, подскоком, подпрыгом. Короче, вы поняли. Вот так вот я хочу. Но тут на ткачах судьбы только играть через Милио и Twisted Fate. Ну, Милио сейчас это лютая имба. Ребят, кто не смотрел ролик с Милио плюс Лулу, посмотрите, вы все прекрасно поймете. Да и в целом, я думаю, вы и сейчас спокойно увидите, насколько Милио будет разрывать. О, Орн идет так хорошо. Сейчас какой у меня план? Я выхожу в 50 монет, начинаю ролиться. Я буду ролить себе Twisted Fate в 3 звезды, а потом уже, соответственно, Милио буду в 3 звезды ролить. И полечу тупо в уровень. Вот и все. Ну, 8-й мне нужен, это чтобы полностью закрыть все мои потребности, а там уже и 10-й, чтобы прям вообще все потребности закрыть. Ну, в целом, вот так. Самое главное, это чтобы у меня была хорошая танковая линия. Потому что если у меня хороших танков не будет, то это будет фиаско, братан. Без хорошей танка-линии будет довольно-таки тяжело играть. Ну, это, я думаю, и сами прекрасно знаете. Что такое хорошая танка-линия, и когда ее вообще нет. Просто керри тогда не смогут разыграться. Ну, просто посмотрите на этот абсурд с Милио. Как она душит. А, кстати, мне там в комментариях написали то, что Милио это мальчик, а не девочка. Я был немножко в замешательстве, если честно. Ну, бывает. Перепутал. В Таиланд съездил, получается. Ладно. Опустим моментик. Ой, дурак. Ой, дурак. Так, из плюсов. Я буду ставить себе синергию новую. У меня будет Атрокс, а соответственно мне не нужны будут предметы на раскол брони или соответственно понижение магического сопротивления. Потому что Атрокс под синергией новой будет давать как раскол, так и истощение. То есть понижение магического и физического сопротивления. Вот, в принципе, все. Ну и он плюс несокрушимый, поэтому идеально поставить все 4 несокрушимых. Но тоже есть такой вот момент. Имеет ли смысл вообще ставить 4 несокрушимых? Может лучше докинуть там Кенча условного, потому что там Кенч полезный герой в целом, типа имба. Можно еще кого-то докидывать. Ну, не знаю, 4 несокрушимых, ну, из-за того, что есть Шен, плюс я закрою разрушителей времени. Может быть,
4 несокрушимых топчик. Ну, плюс несокрушимые дают повышенную броню и сопротивление на первое время. Ну и в целом для танков хорошо, потому что из танков у меня будет Рамус, Орн. Не, ну Орна хотелось бы, конечно, в 3 звезды собрать. Но собрать его, это что-то на нереальном будет сейчас. Я уверен в этом. Вот. Также, ребят, я, кстати, немножко там вылетело у меня из головы. Я почему спрашивал за тест-сервер? Потому что на текущий сезон я еще много чего не закрыл. Я не закрыл полную галактику Грува, не закрыл Темную Звезду полную, не закрыл Блицкранка, Барда и Зеда в 3 звезды. А хочется. Короче, жду ваши фидбэки на все мои вопросы. Вот. Ну вот просто посмотрите на этот абсурд. Почти 5000 урона. Милио в 1 звезду. Мне кажется, разработчики решили порофлять под конец сезона, ну типа под выход нового патча, чтобы сделать такую жесткую Милио. Это же жесть. Милио реально обалденная. Ох, компоненты. Не, ну я возьму компоненты. Конечно, то, что там было у меня на выбор, это тоже топчик, но я возьму компоненты. Компоненты мне нужны. Причем еще и такие хорошие компоненты. Отлично. Так, роли Милио. Хочу Милио и Twisted Fate. Вот знаете, у меня есть такой вот вопрос. Стоит ли докидывать Акали в этот билд? А ну тоже подумайте, напишите в комментах, что думаете. Почему? Потому что, ну, Акали, она вроде бы как бы полезная, потому что она всем союзникам даст точность, а соответственно это бафнется от ткачей судьбы. Но, блин, насколько это профитно все-таки делать? Мне кажется, это не особо профитно именно докидывать Акали. Как по мне, это выкинут и бабки, деньги, занятый слот. Потому что, ну, у тебя, по сути, будут 3 заряженных кири и все. И то, это те герои, которые являются ткачами судьбы. И никто другой не будет. Ну, может быть, не хватит там предметов, конечно, сделать, чтобы Шена. Но, знаете, предметов точно не хватит. Тут бы хотя бы 2 кири одеть. А на 3-го бы хоть что-то там докинуть. Но чтобы еще и 4-го кири одеть. Ну, мне кажется, Акали, она бессмысленная в этой сборке. Я ее, конечно, сейчас пока буду покупать, пусть стоит. Все-таки, если ее соберу, ну, в принципе, будет неплохо. Но приоритет на нее ставить я никакой не буду. Кстати, еще один пояс, отлично. Блин, как хорошо, что я взял предметы Пандоры. Если бы не предметы Пандоры, я бы тут, ну, локти грыз. Серьезно. Мне что-то показалось на мгновение, что у меня почему-то герои не подсвечиваются. То есть, если я там заранее билд накидал, мне что-то показалось, что не подсвечиваются они, когда не выпадают. Минус этой сборки в том, ну это конкретно, может, я неправильно поступаю, может, все-таки не имеет смысла собирать Twisted Fate в 3 звезды. Но мне кажется, имеет смысл собирать Twisted Fate в 3 звезды. Ну, Милио 100% мы собираем, а вот имеет ли смысл роли Twisted Fate в 3 звезды, это хрен его знает. Почему так? Потому что, ну, он вроде бы вносит свою лепту, вносит свой импакт, и под предметами он будет нормально так урона накидывать, плюс он магический урон будет накидывать, то есть они с Милио будут прям нормально так наваливать. А в моменте как будто я трачу просто бабки непонятно за что. Хотя мне Милио в принципе и на 5 уровне хорошо идет. Типа я задался этим вопросом, потому что я мог бы сейчас в 6 выйти, паролиться себе спокойно. Но я хочу... Так, не, ну... Хотя... Вдруг Шен выпадет. Возьмем. Возьмем. Вдруг Шен выпадет, реально. Так, что брать, что брать? Да в целом, не важно, что брать. Я возьму Лулу. Просто так. У меня в любом случае предметы будут переделываться. Так вот. Бога Эко я взял, а вдруг мне реально Шен с него выпадет. Это раз. Второй момент... Просто понимаете, если я Twisted Fate не наролю в 3 звезды рано, у меня не будет 2-го кири. А соответственно, если у меня не будет 2-го кири, то соответственно я не смогу нормально дамажить. Я не смогу нормально дамажить, меня будут все сносить. Охренеть, Рамус. И Милио так хорошо идет, обалдеть. Блин, ну Рамоса я еще не скоро поставлю. Мне бы, конечно, очень сильно хотелось бы этого Рамоса поставить, но я, наверное, его сейчас продам, потому что хочу выйти в экономику. Или, может, поставить вместо Акали. Будет у меня танк. У меня, типа, есть танк, но будет еще сильнее танк. Так вот, не договорил мысль. Второй бы Кири тогда нарисовался бы у меня, это Корки. Но вы сами понимаете, что такое наролить Корки. Не, конечно, классно, если Корки очень быстро придет в 2 звезды, тогда можно действительно сделать еще себе одного сильного Кири. Но по факту,
Twisted Fate и Милио, они вдвоем синергируют хорошо. Они нормально так урона вкидывают. С нормальными предметами они там вообще развал будут устраивать. А вот Корки будет тяжело наролить. То есть можно, в принципе, наверное, делать так. Смотрите, собирать Милио в 3 звезды, лететь в уровень, собирать Корки. Собрали Корки в 2 звезды и дальше лететь в уровень. Но будет ли столько импакта от Корки в 2 звезды, как Twisted Fate в 3 звезды поначалу? Ну, так, короче, хрен его знает. Вот вам пища для размышлений тоже. Подумайте. И скажите, что думаете тоже. Блин, я еще Рамос реально не скоро поставлю. Мне еще надо Twisted Fate найти. Акали идет, обалдеть. Хоть Акали собирай в 3 звезды и играй на ней. Надо, кстати, будет обновить Акали, как она чувствует себя в этом патче. Я думаю, она все равно себя прекрасно чувствует. Но, может быть, стоит все-таки обновить? Может, реально стоит попробовать обновить Акали и показать, как она себя чувствует в этом патче, когда есть такая Милио. Но на самом деле, мне сейчас кажется, сборка через Милю это самые сломанные сборки. Ну, посмотрите просто, сколько она дамажит. Это просто жесть. Вот это, кстати, предмет, который сейчас в Лулу находится у противника. Он обалденный под Зеда. Зед с этим предметом, он такое начинает творить. Это то же самое, что, по сути, Грань Ночи, только даже посильнее будет. Ну, серьезно, предмет топовый. Если вам этот предмет как-то выпадет, соберите Зеда в 2 звезды с хорошими предметами и посмотрите, что будет Зед вытворять. Так, ну в целом, чуть-чуть мне осталось по Twisted Fate. Кейтлин покупаю. О, Twisted Fate идет хорошо. 2 Twisted Fate. На самом деле, мне так Милио хорошо идет на 5 уровне. Это просто жесть. Тем, может, и Милио быстро соберу. Если честно, мне так хочется продать этого Рамоса. Просто 4 голды он стоит. А мне надо на темпе быть. Опа, пояс. Хорошо. Опа, бабки. Отлично. Броня. Ну, броня пофиг. Надо лук. Лук, и у меня будет одетый Twisted Fate. Четко. Возможно, кстати, я неправильно думаю, то, что 2 зубоношора и драгоценная перчатка это топ под Twisted Fate. Может, что-то получше есть, конечно. Но мне кажется, это топово, потому что ты получаешь затычку 8 манрегена. Раз. Во-вторых, получаешь кучу шансов крита. Ну и плюс статы. Ты очень много статов получаешь. Так, одного Twisted Fate надо найти. Ну дай. Ну да, игра. О, Орна дает. Че, можешь продать Рамуса? Вроде бы ну, надо, вроде не надо. Блин. Прости, Рамос. Прости, ты так рано пришел. На 2%. Мне пришлось с тобой пожертвовать, чтобы выйти в хорошую экономику. А возможно, мне стоило реально потерпеть просто немного. Ладно. Не будем о хорошем больше. Хнык-хнык. Надеюсь, Рамос меня сейчас не предаст потом, потому что если в дальнейшем мне Рамос будет очень плохо идти, я его порежу. Я его найду и порежу. О, золотое яйцо, 7 золота. Вау, вау, вау. Не, я беру 7 золота, потому что 7 золота даст мне высокий темп. Ну и бог Эко дал мне болт на 28, естественно. А не Шен раннего. Я так надеялся, что мне Шен ранний выпадет. Короче, я взял вот эту вот аугментацию, которая дает сейчас каждый раунд 7 золота. И это мне поможет. Чем поможет, спросите? Тем, что эта аугментация даст мне обалденнейшую экономику, с помощью которой я смогу и в уровень полететь спокойно. И усилиться вдруг чего. И при деньгах быть даже, если у меня не будет денег, от слова совсем. То есть вот эти вот 7 золота каждый раунд, это сильно. Но можно было, конечно, взять драгоценный лотос 2 уровня. Потому что он дает 25% шанса и силу крита. Это было бы очень сильно. Типа, ну, может быть, реально я сейчас ошибся, конечно, с выбором аугментаций. Может быть. Но на самом деле, под качей судьбы вот этот драгоценный лотос дал бы до хрена, на самом деле. У меня бы весь переизбыток шанса крита полетел бы в крит урон.
То есть как работает здесь шанс крита? Если у вас переизбыток шанса крита, он, соответственно, переходит в критический урон. Так как я поставлю 4 ткача судьбы, у меня будет избыток шанса крита, и весь этот избыток шанса крита пойдет в крит урон. И по драгоценным лотосам у меня было бы очень много шанса крита. Но просто вот эта вот аугментация, которая дает каждый раунд 7 золота, она мне очень нравится. Просто 7 золота каждый раунд ты сверху получаешь. Вот ты в 50 монет сидишь, ты 5 монет экономики дополнительно получаешь, 5 дефолтно, 5 дополнительно и еще 7 сверху. То есть по 17 золота ты лутаешь каждый раунд. И причем кайфуешь по максимуму. Ну не знаю, как по мне, это отменная аугментация. У меня в целом хорошая аугментация. Мне, конечно, хотелось бы вторую аугментацию боевую. Например, драгоценный лотос, либо логово барона. Лучше, конечно, наверное, драгоценный лотос, так как через ткачей судьбы сижу. А что, сейчас сборка начнет заигрывать другими красками, когда я поставлю себе 4 ткачей судьбы. Там урона будет тонна. Там критулька будет лететь только в путь. Вот, 160% шанса силы крита у меня сейчас. Но это пока что. Потом я вот 20% шанса крита и силы крита получу. Это будет очень жестко. Это будет очень и очень жестко. Я прям уже это прочувствую. Но, наверное, все-таки мне стоило, знаете, драгоценный лотос взять. Я думаю, с драгоценным лотосом я бы прям вообще разваливал бы. Там урона было бы, наверное, тьма. 12 хп тактика или... О, ну я возьму артефакт. Я возьму артефакт, потому что у меня хп до хрена. Да, возможно, я сейчас сделал еще одну ошибку. То, что не взял хпшку, 12 хп, это может в какой-то момент зарешать. Но получить артефакт... А если это еще и отменный артефакт, то у меня есть предметы Пандоры, я могу сделать отменный этот артефакт. Ну, мне кажется, что я не сделал ошибку. Рамус, ой, спасибо тебе, дорогой, что ты пришел. Я просто тебе не ныл. Огромнейшее тебе спасибо, солнышко-то. Так, что мне по предметам нужны в танках? Ну, камень, доспех Гаргули, дефолт, коготь дракона, ну и доспех Вармога. Вот такой вот сетапчик я хочу. А там посмотрим. А там посмотрим. Мне бы, конечно, хотелось бы еще попробовать Рамуса в 3 звезды собрать, но я уверен, что... Ой, Рамуса. Орна в 3 звезды собрать. Но я уверен, что я Орна не соберу в 3 звезды. Я прямо уверен на 200%. Ну вот в дальнейшем будет приходить, я его буду покупать и просто оставлять на скамейке. О, вот там челу големчик выпал. Но вот этот големчик, он на самом деле очень сильный. У тебя тупо дополнительный кири появляется с нужными предметами, которые наваливает «Будь здоров». Больно он бьет. Он очень больно бьет. Уф. Блин, капец. Вы видели? Чуть-чуть не успели мячики долететь до кармы, я бы его снес. Чуть-чуть. 4 мяча просто вылетело на, на развал кабин. Я сейчас знаете, как поступлю? Я возьму 8 уровень, немножко поролюсь, найду себе корки. И потом дальше полечу в уровень. У меня в любом случае под него предметов уже нету. Перчатка, слишком большой жезл, это, конечно, вкусно все. Но мне нужны уже танковые предметы, а танковых предметов как-то что-то не видно. Где мои танковые предметы? Кстати, Twisted Fate 9500 урона и Эмилио 9500 урона нанесла. Ну вот, видите, тип там Орна собирает. Но я бы просто потратил бы кучу денег и не собрал бы по итогу Орна. Чел тут 6 звездочетов собрал. Ну, чел на 5 зверином отряде, конечно, там может дать жару. Еще и Джинкс хорошая. С хорошими предметами. Тут чел через Тима играет. Интересно. В чем он решил через Тима сыграть? В чем прикол играть через Тима? Не понял. Ну, вот у меня просто линии танковой нету адекватной. И тем не менее я справился. Куча мечей напрокала, и я просто справился. Но если бы у тебя был бы не Тима Кири, а кто-то другой, я думаю, там было бы GG. Реально, чего он решил Тима кирить? А, ему просто Тима хорошо идет. Видите, у него аугментация на Тима, он каждый раунд получает Тима. Он хочет его собрать в 4 звезды. Так, ну я... Без разницы, какие предметы возьму. Мне пофиг. Так, вот это делаем. Что дальше делать?
Надо ждать, пока предметы переделаются, потому что я не хочу делать 2 камень доспеха горгульи. Это излишне, как по мне. Да, я сейчас на 8 сделаю так. Смотрите, я на 8 уровне паролис, найду себе рамосов 2 звезды, найду себе корки. У меня будет танка-линия. И все, кайф. Дальше тупо в уровень лететь. 77 хп у меня есть, я могу спокойно расслабить свои булочки пока что. Потому что, по сути, у меня только танка-линия нету. Керри есть, танков нет. На 8 немножечко попку напряжем. Найдем себе рамусов 2. Может, корки по пути найдем. Ну, корки хотя бы в 1 звезду нужен. Ну, в идеале в 2, конечно. Ну, и в 1 звезду сойдет. В 1 звезду сойдет. Ну, чел тут огромный какой-то на пастухах. Я думаю, я снесу его спокойно. На самом деле, вот эта вот сборка через ткачей судьбы как-то она долго закрывается. Реально много надо. Тебе, во-первых, надо 100% 2 керри. С 1 керри ты не справишься. Короче, как-то такое. Сомнительно, но окей. Ах, мечей мало напрокало. А вот прокнуло бы больше мечей бы, я бы снес. Не, ну Мелио, конечно, жесткий перс. Чувака там инвестиции. Полностью без денег сидит. Все сролил. Хотел себе Лулу найти в 3 звезды, но походу не нашел. Вот это мне предметы идут. Да, поставлю, пожалуй, 4 несокрушимых. Вот что мне делать с этими предметами-то? В целом я могу... Точно, мне ж надо красное усиление, чтобы поджог был. Чуть не забыл за этот поджог магический. Ребят, не забывайте и не делайте такую ошибку, как я. Если расколы и истощения у меня есть, то поджога у меня нет. А значит, это что? Это значит, что вражеские танки будут охренеть сейчас как регениться. Поэтому мне надо по-любому найти сейчас красное усиление. И красное усиление закину в корки. Все, порешали. Желательно, конечно, в корке найти еще будет копье Седвина. Ну, а дальше посмотрим. Ну, грань бесконечности, скорее всего, я ему докину. Ну, посмотрим, если хватит. Хватит мне предметов. Потому что есть подозрение, что предметов может мне не хватить. Чел-то вообще на чем-то непонятном играет. И реликты, и Джинкс, и Диану собирает. Интересный парень. Интересный. Орн. Ривен. Так, кого дракона мы сделали? Шапучий напиток. Блин, ну это классная тема на самом деле. Рамус. Дай корки. Ладно, я выйду из экономики. Мне надо найти корки, мне надо найти рамусов 2. Так, рамус 2 есть, хорошо. Корки, отлично. А вместо кого? А вместо кого мне сейчас корки поставить? Вместо Акали? Да, кстати, шапучий напиток надо сейчас будет этот переролить. Может, что-то на танка выпадет хорошее. Уф, как больно. Вот танка сейчас не хватает у меня адекватного. Из-за этого я сейчас проигрываю. Пока что не хватает мне тупо танка. Ничего. Сейчас мы порешаем этот вопрос. Типа Орден в 2 звезды он особо не танчит. Он должен в 3 звезды быть, чтобы он прям хорошо танчил. Кстати, лук выпал. Шен выпал. Отменно. Так, Джакса продаем. Так, ставим. Вот так сделаем как-то. Так, теперь это тебе, это тебе, это тебе. Это мы вытаскиваем. Это в тебя. Копье Седвина берем. Это в тебя. Так, вместо Акали поставим. Хочу что-то танковое найти вместо шапучего напитка. Посмотрим, что может упадет хорошенькое. А может на Кире вообще выпадет обалденный предмет какой-то. В идеале, конечно, чтобы упало ядро рассвета. Ну, кстати, под ткачами судьбы нормально так урончика выросла. На 40%. Хорошо.
Вообще, можно было бы вот этот шипучий напиток оставить, но если бы этот шипучий напиток не намного раньше пришел, потому что вот этот вот... чудо-сараки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это обалденный предмет. А вместо чего его ставить, непонятно. Ладно, делаем Орна второго танка. Идем чуть-чуть в уровень. Мне нужно будет еще Шена сделать в 2 звезды. Корки в 2 я гнать попозже буду, когда в 9 выйду. Ну, тут он Орна сколько типов стырил. Фу, сколько тип стырил. Типов стырил. Все. Чел решил сыграть на пастухах из-за того, что ему жестко Тима идет. Решение, конечно, интересное. Блин, не, на самом деле, если я Орна соберу в 3 звезды, у меня будет 2 обалденных же на танках, и я буду прям разваливать. Я могу даже в конечном итоге поставить... Не поставлю. Хотя не, могу поставить 4 разрушителя времени. Не, ну с ткачами судьбы, конечно, урона нормально выросла. Ну, не знаю. Как-то, ну, тяжело раскрывать ткачей судьбы. Очень тяжело. Как будто они немного беззубые. Ну, не то, что прям беззубые. Ну, вот просто как бы Милио дамажит. Twisted Fate вроде дамажит. Да, не, на самом деле, в принципе, норм. Но просто намного приятнее через Лулу и Милио играть. Намного приятнее. Так, кстати, Коготь дракона сделаем. Поставим пока что Акали. Возьму, короче, клятву защитника поставлю. Фиору можно, конечно, доставить, чтобы был божественный дуэлянт и, соответственно, давал отхил за каждый победный раунд. Ой-ой-ой, у него Нуно почти в 3. Еще и деньги у него есть. Вот это плохо. Это очень плохо. У чувака Шая почти в 3. Вы чё такие киберкотлеты в этой игре, алло? У него еще и куча денег, у него 40 монет целых. Да не, я походу не успею 10 здесь взять. Мне бы хотелось 10 взять. Что-то первая линия, конечно, у меня слабая, пахнет бедностью. Давай! 22 хп у Шая осталось. Серьезно? Да. У него еще, кстати, хп на Шая до хрена. Тима в 4 звезды. Корки, Орн. Два Рамуса, хорошо. Шен, отлично, мне Шена в 2 звезды надо. Ты корки мне нужно сейчас. Орн. Надо Нуну покупать и надо Шаю покупать. Ладно, я продам, короче, Фиора. Но она никуда не зайдет. Так, мне 3 Рамусов не хватает. 3 Рамуса, у меня он будет в 3 звезды. Блин, ну первая линия вообще слабая. Ну, реально Орна не хватает. Скорее всего, надо все-таки Орна в 3 звезды собирать, а потом уже идти в уровень. Без Орна сборка не живет. То есть, план такой. Берем 7 уровень, собираем Орна, собираем Милио. Twisted Fate на сдачу, а там корки делаем. Так, ну купил. Ну купил. Так, клинок смерти возьмем, закинем корки. Мне хотелось бы, конечно, грань бесконечности, но пойдет и так. Корки идет. Орн. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ладно, корки берем. Не соберу, мне кажется, Орнов 3. Да. Все-таки надо Орна собирать в 3 и тупо лететь в уровень. Вот такая вот стратегия.
Ну, кстати, нормально так они втроем урона накинули. Хорош. Я думаю, если в корке закинуть грамм бесконечности, там прям будет жесткий развал. У тебя, кстати, одной нуны не хватает, а она у меня. Но есть еще одна в пуле. Еще одна нуна есть в пуле, поэтому не расслабляем булочки. Если выпадает, надо брать. Зуб на шора. Так, что там, там Кенч. Почти нуна. Рамос идет. Так, здесь всего лишь 2 дракона. Здесь, да, надо искать другое что-то. Что брать-то? Ну, какого дракона возьмем? Не знаю, в Шена закину. Пусть будет пока что. Плохо делаем. GG. Шая в 3 звезды. Да. Беда. Но у него как-то по факту сильно пришло. У него и Шен был в 2 звезды. И Маукай у него в 3. Ну, по факту, если бы я нашел себе Орна в 3, у меня было бы полегче. Но этого я не снесу Шая. Вот типа вот этого на зверином отраде я должен снести. Ну, зато, ребят, красивая игра получилась. Мне не хватает рамусов, прикиньте. Так, сейчас я этого снесу. Этого я снесу. Наверное, знаете, все-таки вместо Акали нужно ставить себе там кинчик какого-то условного, либо какого-то другого танка, потому что, ну, Акали, она как-то... Ну... Такое, короче. Акали, мне кажется, лишняя тут, в этой сборке. Ну-ка, ну-ка. Рамус. Одного Рамуса не хватает. Может, даже мы это сейчас камбэкнем. Мне нужен один Рамус. Он его не купил, у него там Кенч. У него 2 там Кенча в 2 звезды. Мне нужен Рамус. Держишь сейчас за меня кулачки, что я найду Рамуса. Найду Рамуса, я, скорее всего, выиграю эту игру. Давай, родненький. Не подведи меня. Корки-то хорошо. Ну. Да ну ты угораешь. Какой бред. Какой бред. Один гребаный Рамус мне не пришел. Серьезно? Да. И прикол в том, что типу даже никто не руинил Шаю собирать. Если типу я там увидел Нуну, я ее покупал. Но Шаю никто не покупал. И чел Шаю спокойно себе в 3 звезды нашел. А мне тупо одного Рамоса не хватило. Я все продал, чтобы найти этого Рамоса. Падла. Ой. Ну, короче, давайте подведем итог. На откачах судьбы, в принципе, можно играть. И можно прям жестко забустить. Можно даже драгоценный лотос реально взять. Он даст очень много подкачей судьбы. Брать именно вот такую вот сборку, делать себе милю Twisted Fate в 3, корки, ну, либо просто милю в 3 собираете, Twisted Fate в 2 и корки в 2. Только в корке нужно хорошие предметы будет докинуть. И обязательно, скорее всего, нужно собирать Орна в 3, чтобы у тебя было 2 огромных танка, которые будут все впитывать, а твои керри будут жестко разгоняться. То есть вот так вот надо делать. Потому что Рамос, вот видите, в 2 звезды с хорошими предметами он как-то не тащит.
Но в целом, неплохая игра получилась. Довольно-таки реально неплохая. Поэтому, что думаете вы насчет этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.